В этом видео, надеюсь, я стала первой девушкой-сантехником на YouTube. Делала сантехнику, а получалось оружие. Всем привет, я Олечка, и вы на канале На Даче Жить. А сегодня будет видео о инженерной сантехнике. А знаете, мне понравилось. Я скажу, что сантехника это даже женское дело, но как всегда не хватает силы. И даже скажу больше, если бы я стала профессиональным работником, то я бы пошла в сантехнику. Наверное. Напоминаю вам о видео о тесте шуруповертов. Вот ссылочка, а кто не смотрел, обязательно посмотрите и участвуйте в конкурсе. Когда еще такое будет с такими крутыми призами? Лайкайте и оставляйте комментарии. В прошлом видео я делала вот такой сантехнический щит, и у многих возник вопрос, а зачем? Сразу скажу, что штукатурить мне здесь не вариант, стены кривые, очень кривые. Не хочется тратить так много времени, да его и попросту нет. А изготовить такой щит это 2 часа времени, у меня, у вас вышло бы это за час, плюс он съемный. Кстати, первоначальный монтаж я тоже делала у себя в мастерской, а не по месту, что гораздо удобнее. Так что давайте посмотрим, как это было. Сначала я разложила все фитинги на щите, чтобы спланировать, как их распределить и закрепить. Вот оно, взрослое лего. Далее мне потребуется лен и паста. Я взяла белую, а не серую, она не такая заметная и маркая. Первым делом на каждую резьбу, кроме американок, надо намотать лен. Беру небольшую тонкую прядь, сплетаю из нее веревочку. Чувствую себя, будто плету пряжу в древности. Нахожу середину и от центра резьбы по часовой стрелке наматываю. Сначала на одну половину, да так, чтобы она зафиксировала собой вторую, натягивая каждый виток. Потом беру второй хвостик и тоже наматываю по часовой стрелке в натяг на резьбу. Самое важное в сантехнике это то, что надо поплевать на лен, чтобы пригладить волоски. В сантехнике слюна это как изолента в электрике, без нее работать не будет. Так это выглядит. Главное, чтобы было равномерно и не видно резьбы. А теперь наношу пасту. Так я сделала со всеми фитингами. Беру переставные клещи от Knipex и при помощи тисков начинаю скручивать фитинги. Сил на это уходит очень много. Я не представляю, как можно обойтись без тисков. Сантехники, вы силачи. Knipex просто нереально поражают своей хваткой, не срываются и не портят поверхность. Аж тиски свернула. Надо лучше закреплять. Обязательно протираю соединение тряпочкой, убираю пасту и лишний лен, чтобы все было красиво и аккуратно. Моя первая резьба закручена, я так довольна, я повелитель сантехники. Чтобы вкрутить тройник, я использую следующие фитинги, так как за тройник ключом взяться очень тяжело, и таким образом я закручиваю оба фитинга. Собираю боковые фитинги. Не знаю, что бы я делала без тисков. А вот с уголком я зря так работала. Слишком тонкий металл на резьбе 1/2 дюйма. Не повторяйте мою ошибку. У Knipex слишком сильная хватка. И он просто проломил угол. Пришлось все переделывать. Креплю реле давления. Потом манометр, а для закручивания американок нужен вот такой ключик. А теперь собираю подключение расширительного бачка.
Когда занимаешься сантехникой, самое главное постоянно пользоваться смекалкой. Что я только не пробовала для удобства и простоты. Сейчас я закрепила один ключ Knipex в тисках, чтобы другим закрутить американку. А фитинг из полипропилена я закрепила через тряпочку, чтобы не поцарапать его. Смотрите-ка, вышло аккуратно. Теперь можно закрепить мое первое творение на щите. Размечаю места для хомутов и просверливаю сверлом отверстия. Теперь мне понадобится 8-миллиметровая шпилька. Отрезаю от нее нужный мне размер для крепления хомута. Накручиваю гайку, а еще мне нужна шайбочка. Просовываю в отверстие и креплю другой гайкой через шайбу. Выставляю нужные мне 4 см от щита и закручиваю. А теперь можно закрепить первую часть моей системы. Вот такая красота! Начинаю варить полипропилен. Варить. А вы еще спрашиваете, умею ли я готовить? А о том, как правильно его варить, я снимала отдельное видео. Очень удобно все делать на верстаке, а не по месту в подвале. Плюс в этом этого щита. 32-ю трубу как-то сложно отрезать. Перед пайкой протираю все фитинги обычной сухой тряпочкой, они у меня чистые. Но с Богом! Паяльник весь шатается, придется доработать изолентой и прикрепить его к столу. Оказывается, и в сантехнике не обойтись без изоленты. Сварить 32-ю трубу не так-то и просто. Так как у меня еще не набит глаз, я ставлю себе на каждой трубе отметки маркером, чтобы понимать, насколько вдавливать трубу. Пока получается. Вот американку припаяла. А тут у меня получился бластер из Звездных войн. Ну все, разыгралась. А вы придуриваетесь или вы серьезно работаете? Пиши в комментариях. А теперь получилась базука. Сделала чуток и снова надо ставить крепеж. Вот такая прелесть получилась. В общем, если я варю полик, то у меня постоянно получается оружие. На этот раз автомат. А у вас не так? Красота! Я сама не верю, что я это сделала. На самом деле я очень боялась делать сантехнику. А ведь не так и страшно. Верно говорят, глаза боятся, а руки делают. Теперь пора закрепить щит и посмотреть, что вышло. Он довольно легко устанавливается. Прикручу все американки и хомуты. Болтики я пока не закручивала. Устанавливаю расширительный бачок. Вот так вышло. Все очень классно смотрится. А теперь я расскажу, что же такое я смонтировала на этот щит. Это отсечной кран с американкой, то есть разъемное соединение с резинкой. Сюда будет приходить вода со скважины. Далее идет косой фильтр грубой очистки. А это манометр. А это реле давления, которое включает и отключает глубинный насос. Перед ним стоит кран, чтобы можно было легко заменить реле при поломке, не отключая воду. А это расширительный бак, который играет роль гидроаккумулятора. Нужен он для того, чтобы вода при срабатывании реле, при открытии крана начинала течь плавно, без задержки, а не резко и с ударом и с воздухом. Также внизу стоит большой гидроаккумулятор. Он создает давление воды до того момента, пока насос не создаст свое давление. Две американки, чтобы можно было легко разобрать мою систему по частям. Далее у меня идет тройник для байпаса, который обходит систему фильтров.
а за ним еще один кран. Потом идет кран для снятия проб, это уже требование моих фильтров. Опять косой фильтр. Счетчик, по которому можно будет понимать объем воды, прошедший через фильтры. А это вывод для впрыскивания в систему гипохлорида кальция из этого бака при помощи вот такого насоса. И опять кран для пробы воды. Далее уже идет обвязка самих фильтров. Это видео я сниму позже по окончанию работ и подробно расскажу о всей своей системе, о ее особенностях. А теперь все-таки подведем итоги плюсов этого сантехнического щита. Первое – это быстрая подготовка поверхности под сантехнику, и из чего сделана стена не имеет значения, также ее ровность. Второе – быстрый крепеж к щиту на любом расстоянии благодаря шпилькам. Третье и немаловажное – щит смотрится эстетично. Он позволяет устанавливать сантехнику даже там, где проходят стойки воды и канализации. Не боится воды и легко протирается тряпочкой. Он съемный, а это значит, собирать все это вам можно в удобном месте, а не по месту в темноте и тесноте. Надеюсь, я вам объяснила все его плюсы, так что жду ваши комментарии под этим видео. А после выхода видео я активно отвечаю на вопросы в комментариях. Примерно 2 часа я уделяю этому времени, так что у вас есть возможность пообщаться со мной в комментариях или даже поспорить, ну или там отношения повыяснять. Друзья, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и тогда вы будете всегда в курсе новых видео. Также участвуйте в конкурсах и побеждайте. До новых встреч, пока-пока! Не похоже, что я комара убиваю? А теперь конкурс. А теперь веселый конкурс. А теперь веселый конкурс с главным призом вот таким яром.